All right. We had forgotten to record. I apologize. Я прошу прощения, мы забыли включить запись. For those that are doing this on the recording, we just got done talking about Roger Bannister. Для тех, кто будет слушать нас в записи, мы только что поговорили про Роджера Беннистера. He was the first guy to run a mile in under 4 minutes. Он был первым человеком, который пробежал милю меньше, чем за 4 минуты. No one in the history of the world had ever done that until 1954. Никто во всем мире никогда этого не делал вплоть до 1954 года. Medical science had proven that it was an absolute impossibility to achieve. Наука доказала, что это совершенно невозможно достичь. They said the lungs were just simply not big enough for a human being to run 15 miles per hour for 4 minutes straight. Мы недостаточно большие, наше тело недостаточно сильное изначально от природы для того, чтобы мы могли такого результата достичь. But when Roger Bannister did it in the year 1954, since then thousands of other people have also done it. Но с тех пор, как Роджер Беннистер сделал это в 1954 году, тысячи других спортсменов добились такого же результата. And so what was once considered impossible is now the standard just to make the track team. И то, что когда-то казалось невозможным, сегодня это уже стандарт, который просто необходим, если ты хочешь вообще попасть в спортивную команду. And so again, some of you may be in our business and trying to find success. Поэтому скажу еще раз, некоторые в нашем бизнесе пытаются достичь успеха. And I let everybody know that it took David Hart, our CEO and founder, over 3 years before he ever signed up one person. И я всем напомнил, что для нашего генерального директора Дэвида Харта у него ушло 3 года для того, чтобы он смог подписать своего первого человека. I struggled mightily in my first 2 years in the business. I struggled big time. У меня ничего не получалось первые 2 года. The point is that sometimes it takes a while to figure out what you're doing, how to do it. Смысл в том, что иногда тебе потребуется много времени, чтобы понять, что это такое, как это работает. Many people have gotten off to a slow start. У многих людей был медленный старт. But once we help you go ambassador, once we help you have success, Но когда мы достигаем уровня амбассадора, когда мы поможем вам достичь успеха, you'll be able to do it over and over and over again. Why? Because you know you can. вы сможете делать это снова и снова и снова. Почему? Потому что вы знаете, что это возможно. Just like in track, no one believed they could run a mile under 4 minutes until somebody did it. Так же, как в беге никто не верил, что можно пробежать таким образом одну милю быстрее, чем за 4 минуты, пока кто-то это в первый раз не сделал. Once people knew that it was possible, then thousands of other people have since done it. Как только люди узнали, что это возможно, тысячи других людей добились этого результата. And that same type of phenomenon exists in our business. И точно такая же история происходит и с нашим бизнесом. Once we get you to ambassador, you can do it again and again and again because you know you can do it. Как только нам удастся привести вас к уровню амбассадора, вы сможете делать это снова и снова и снова, потому что вы уже теперь знаете, что вы этого можете достичь. Now, I was going to cover some statistics that these are articles that came out just this past week from the USA Today. Теперь я хотел бы поделиться некоторой статистикой, которая вышла буквально на днях из журнала USA Today и Соединенные Штаты сегодня. Now, these are statistics for the United States. Эта статистика касается Соединенных Штатов. I know that we have an international audience here. Я знаю, что у нас международная аудитория здесь. But these statistics apply to the entire globe. This isn't just a problem in the US. This is a problem that's happening all around the globe. Но эта статистика, которая, несмотря на то, что она американская, она касается всех, потому что такая проблема существует везде в мире. And it's what I call the ugly truth. И это то, что я называю ужасной правдой. The old model of go to school, get a degree, get a job is no longer working. Старая модель пойти в школу, получить образование, устроиться на работу,
она больше не работает. Now, the first stat comes from the USA Today that the national average of income in the United States, the average income is $59,384. И первая статья говорит о том, что средний доход людей в Соединенных Штатах Америки составляет $59 384. The В год. average household is only earning $74,000. Средняя семья зарабатывает где-то 74 тысячи в год. So on the screen, I'm going to see if Mix are going to try to hit start and I'm going to hit play and hit pause, hit play and hit pause, and see if you can translate the video I'm about to play, Mix. But he's going to pretend that an individual is making 74,000 per year. Вот здесь на видео мы попробуем его перевести. Человек рассказывает, представьте, как вы живете, если вы зарабатываете эти 74 тысячи. Now, again, the average person is not earning 74,000 a year. They're only earning 59,000 a year. But even if they were earning 74, he's going to run through the numbers. Итак, повторю, что средний человек не зарабатывает 74 тысячи, он зарабатывает 59 тысяч. Но вот как было бы, если бы он зарабатывал 74 тысячи. And we're going to meet everybody again real quick, Mix. Hold on. All right, so we're going to test Mix's his ability to translate skills. Ready, Mix? Yes, sir. Okay, here we go. Gen Z doesn't agree that $74,000 Поколение Z не согласно с тем, что 74 тысячи долларов – это средний класс. middle class. No kidding, it's not even close. Не шучу, это даже не близко. You cannot stop. I used to do this. You want to keep playing it? Yeah. Okay. Check this out. If you take Так что проверьте, если вы зарабатываете 74 тысячи долларов в поколении Z, это когда вы достигнете 25 лет. Oh my, that's fast. Yeah, that's why I thought he goes pretty fast. All right, where you at? Okay. Когда вы достигаете 25 лет, вы зарабатываете 74 тысячи для вашего поколения. Если у вас есть степень бакалавра, когда вам 25 лет. You can read the words on the screen, correct? Go ahead, yeah. 25 years old. First of all, 74,000 Прежде всего, 74 тысячи – это намного больше, чем средний доход. is much higher than the average income. Most Gen Zers are probably making. Gen Z doesn't agree that 74,000. There you go. Большинство людей из поколения Z зарабатывают от 40 до 50 тысяч, ну, может быть, 60. 60, but let's use 74. Но, допустим, мы будем использовать эту цифру в 74. The take home after taxes, 401k, and health insurance is $4,300. После того, как вы заплатили все налоги и страховку, вы потратили 4300. The average college monthly payment. Средняя выплата по колледжу, ваша задолженность за обучение, это примерно $500. On a loan is about $500. You're down to 38. То есть теперь, когда мы все это вычли, мы опустились к 38, к 3800. Давайте допустим, что этот человек финансово ответственный. Responsible decides to split. И они решили разделить Они решили снять двухкомнатную квартиру в городе среднего размера. A two-bedroom apartment in a medium-sized city like Orlando, so that their payment is $1,200 apiece, $200 for utilities. То есть они платят где-то 1200 за квартиру, $200 уходит на оплату счетов.
Honestly, at 1,400 in housing. Мгм. И теперь представим себе, что они достаточно удачливые ребята, Charms, и peanut butter and jelly, their groceries are going to cost about $600 if they're trying to get chicken, beef, and some healthy они тратят примерно $600 на продукты, если они питаются таким легкой едой, если они хотят еще есть мясо. stuff. You have a $400 car payment, При этом у них еще есть $400 оплату за автомобиль, $200 insurance, $200 у них страховка, где-то $150 они тратят на бензин. That was 150 for gas. Yeah, I said that. Okay. insurance, $150 for gas, $100 for a cell phone. Теперь еще где-то $100 будет уходить на оплату мобильной связи. And by the way, to kind of sum this up, after they're done with all of that, they get $300 maybe to go out to eat, go on a date, do Gen something Z fun. doesn't agree that Теперь, после всего этого, он еще говорит о том, что там еще у них будет где-то $300 уходить на то, чтобы куда-то сходить, вместе поесть, And they're out of money. и все, деньги кончились. By the way, in that example, this is a person earning 74,000, which most people don't earn. They only earn 59,000. При этом в этом примере мы имеем дело с... Мы в этом примере используем сумму годового дохода в $74 тысячи, которой у большинства все-таки нет. Среднее число людей получает порядка 59 тысяч. They decided to split a 2-bedroom apartment. So they're not even living on their own. They got a roommate. They're splitting a 2-bedroom apartment. Они при этом живут вдвоем, делят оплату за двухкомнатную квартиру. By the way, they have no internet, no television, Там не включен интернет, телевидение, and they run out of money. и деньги их заканчиваются. By the way, because housing costs has gone up so much in the last couple of years, Между прочим, стоимость жилья выросла так здорово за последние пару лет. they need $30,000 just for a basic down payment. То есть сейчас требуется минимум $30 тысяч для основного, для того, чтобы внести первый взнос. And they have to make $120,000 a year just to qualify for the $400,000 loan to buy a house. И им нужно зарабатывать, то есть человеку нужно иметь доход $120 тысяч в год для того, чтобы тебя просто квалифицировали на заем в $400 тысяч So для покупки дома. for the young people, the goalposts have been moved. То есть для молодых людей вот этот вот пограничный столбик как бы был сдвинут. A few years ago, you could be middle class making $74,000 a year. Несколько лет назад ты еще мог считаться средним классом, если ты зарабатывал 74 тысячи в год. Today, it's going to take $120,000 a year. Сегодня тебе понадобится тебе понадобится зарабатывать 120 тысяч в год. And the same phenomenon is happening all over the world. И то же самое происходит сейчас по всему миру. So the young people, if they want to be middle class, they got to make $120,000 a year. То есть молодым людям, если они хотят считаться средним классом, им нужно зарабатывать где-то 120 тысяч в год. But the average income is only $59,384. Но средний доход у людей сегодня это $59 384. They're making exactly half of what they need to be middle class. Они зарабатывают примерно половину из того, что им нужно для того, чтобы считаться средним классом. This is why tens of millions of people are now also doing the side hustle. Вот почему десятки миллионов людей сейчас зарабатывают на стороне. They're driving Uber, they're driving Lyft. Они ездят с Uber и лифтом. They're doing DoorDash and Instacart. Они делают DoorDash и Instacart. They're selling stuff on eBay and Amazon. Люди продают что-то на eBay и Амазоне. They're doing YouTube videos and podcast videos and TikTok videos. Они делают видео в YouTube и в ТикТоке и еще где-то. They're doing Airbnb.
Они сдают излишки своей жилплощади через Airbnb. They're doing all of these side hustles because the old model is no longer working. Они предпринимают все эти усилия, потому что старая модель больше не работает. There has never been a greater need in the history of the world for than what we show people how to make a residual income. Никогда еще в истории не было такой нужды у большинства людей в том, чтобы мы показали им, как они смогут зарабатывать для себя пассивный доход. Now, when you think about doing Uber, you think about doing Lyft, Теперь, когда вы думаете о том, чтобы делать Uber или Lyft, and again, millions of people are doing that. еще раз, миллионы людей это делают. And again, I get it. You got to make some money. И да, я понимаю, вам нужно какие-то деньги зарабатывать. But there's no residual income in driving Uber. Но в вождении для Uber нету никакого пассивного дохода. It's just another job. Это просто еще одна работа. And if I'm not driving the car, there is no money. И если я не сижу за рулем, никаких денег ко мне не приходит. Not to mention, it's a little weird. Не говоря уже о том, что это немножко странно. Most of us were taught growing up, don't pick up hitchhikers. Большинство из нас учили, когда мы росли, чтобы мы не подбирали, не подвозили незнакомцев. We were taught, you don't pick up strangers in your car. Нам все говорили, взрослые, не сажай незнакомцев в свой автомобиль. And you're like, well, but he had a mobile app, and so therefore it's okay. Но сейчас мы теперь думаем, что раз это через мобильное приложение происходит, значит, все в порядке. You have no idea who you're putting in the backseat of your car. Вы понятия не имеете, кого вы сажаете на заднее сиденье своего автомобиля. And so just again, I'm just having fun here. I get why people do it, but I mean, again, it's a little weird. И я понимаю, что люди вынуждены это делать, но опять это немножечко странно. Now, some people think, well, yeah, but Todd, if you work hard, then eventually you get Social Security in the United States. Некоторые думают, да, понятно, но если ты будешь тяжело работать, в конечном итоге ты получишь здесь пенсию социальную в Соединенных Штатах. And the average Social Security check is $1,830. А средний чек за выплатом социальной пенсии – это $1830. We just showed you people can't live on 74 grand a year. How are they supposed to live on 19,000 a year? Слушайте, мы вам только что показали, что невозможно жить на 74 тысячи в год. Как, по-вашему, они могут жить на 9 тысяч в год? And На people will 21 тысячу в год. go to a job they hate. И люди будут идти на работу, которую они ненавидят, For the next 40-50 years, следующие 40-50 лет, just so they can get a $1,830 check every month. просто для того, чтобы потом иметь возможность получать этот чек в $1800. It doesn't make sense. You can't live on that. I mean, you gave up your entire life to a job you didn't even like, so you could get a check you can't live on. В этом нет смысла. Вы тратите практически всю свою жизнь для того, чтобы работать на нелюбимой работе, для того, чтобы потом получать чек, на который вы не можете выживать. Again, the old model is no longer working. Еще раз, старая модель больше не работает. People desperately need what we do. People desperately need what we offer. Люди отчаянно нуждаются в том, что есть у нас, в том, что мы им можем предложить. We are the new model of income for the future. Новая модель для будущего. Now, here's another article that came out in the last week. Теперь, на прошлой неделе появилась еще одна статья. And the article was listing the highest paid professions in the United States. И в этой статье говорилось о самых высокооплачиваемых профессиях в Соединенных Штатах. And cardiologists, heart doctors, were number one. И на первом месте были кардиологи, то есть доктора, которые занимаются проблемами сердца. So the cardiologists are making $421,000 a year in income. Итак, кардиолог зарабатывает how much? 421,000 a year. Okay. 421 тысячу в год. Now, what does it take to become a heart doctor? What does it take to become a cardiologist?
Теперь, что вам нужно сделать, чтобы стать кардиологом? Well, number one, you got to be really smart. Ну, во-первых, вам нужно быть реально умным. Number two, you're going to go to school for 15 years after high school. Номер два. После средней школы вам нужно будет потратить на образование 15 лет. 4 years of college, 4 года в колледже, 4 years of medical school, 4 года в медицинской школе, 3 years of residency, 3 года резиденции, видимо, ординатура, 3 years in cardiology, 3 года в кардиологии, and then there's more schooling if you want to specialize from there. и затем еще нужно будет учиться, если вы хотите получить специализацию в этой области. Now, upon finishing all the schooling, А, Помимо завершения всех обучений, most of these students are now $500,000 in debt. большинство студентов остаются с долгом примерно в 500 тысяч долларов. So remember, they've now been in school for 15 years. They're in their 30s. They've never made any money, and they're $500,000 in debt. Итак, помните, они учились в течение 15 лет, им уже в районе 30, они вообще не зарабатывают деньги и еще и должны порядка $500,000. By the way, only 7% of pre-med students will ever become doctors. Между прочим, только 7% из студентов медицинских станут в результате настоящими врачами. And only a small percentage of them will ever become cardiologists. И только небольшой процент из них когда-нибудь станут кардиологами. Now, if you do become a cardiologist, Теперь, если вы станете кардиологом, in addition to being $500,000 in debt, помимо полумиллионного долга, you have to buy malpractice insurance. вам нужно покупать страховку в вашей медицинской практике. That insurance can run $50,000 per year to $100,000 per year. А эта страховка будет вам стоить примерно от 50 до 100 тысяч долларов в год. Keep in mind, you've not seen one patient, you've not made $1 yet. Теперь напомню еще раз, вы не приняли пока еще ни одного пациента, вы еще ни одного доллара не заработали. So you did all of that, 15 years of schooling, 500,000 in debt, 100,000 a year in malpractice insurance, so you can make 421 grand a year. То есть вы вот все это, 15 лет обучения, вот эти страховки, все эти расходы для того, чтобы начать зарабатывать, только начать зарабатывать эти 400 тысяч долларов в год. Or Или you could join Trevorium вы можете присоединиться к Травориуму for $329, за $329, $135 per month. $135 в месяц. You get to go on 4- and 5-star vacations once every 6 months. Вы можете на 4-5-звездочные отпуски отправляться каждые полгода. You can tell other people how to do the same thing. Вы можете рассказать другим людям, как делать то же самое. And you can make more money than cardiologists. И вы можете в результате зарабатывать больше денег, чем зарабатывает кардиолог. My wife Gina and I Моя жена Джина и я, make a lot more than cardiologists. мы зарабатываем намного больше, чем кардиологи. Daryl and Maria Roberts make more money than cardiologists. Дэрил и Мария Робертс зарабатывают намного больше, чем зарабатывают кардиологи. Igor and Larissa will make more money this year than cardiologists. Игорь и Лариса в этом году заработают намного больше денег, чем кардиологи. There's, by the way, Ark and Tatiana are getting very close to making more money than cardiologists this year.
Арк и Татьяна подошли уже очень близко к тому, чтобы в этом году заработать тоже уже больше, чем кардиологи. And they definitely will make more money next year. И уж точно они заработают больше денег в следующем году. And again, that income continues to come in every single week, whether they get sick or not, get hurt or not, whether they pass away or not. Еще раз, это тот доход, который они будут получать, независимо от того, работают ли они, болеют ли они, или что у них в жизни происходит, или они умерли. Now, if I become a cardiologist, Так, если я стану кардиологом, I'm 500,000 in debt, и у меня 500 тысяч долга, and I get into a car accident, и я попадаю в автомобильную аварию, and I can no longer, do what I need to do to be a cardiologist because I got hurt. и я больше не могу делать то, что должен делать кардиолог, потому что я получил травму. The income stops. Мой доход на этом заканчивается. There's no more money, but I'm still 500,000 in debt. Денег больше нет, но зато я все еще должен 500 тысяч. In our business, if В something were to нашем, happen to my wife and I, в нашем бизнесе, если что-то случится со мной или моей женой, we have 3 adult children. у нас есть 3 взрослых детей. They would each inherit a multiple six-figure per year income that's going up, not down. Они унаследуют бизнес, который будет приносить им шестизначные суммы, вне всякого сомнения. The point being is that we have something that's truly incredible. Второй момент – это то, что если у нас есть что-то действительно потрясающее, Now, again, maybe you're here and you haven't quite figured it out yet. You've not had the success that you're wanting to have yet. еще раз, может быть, вы сейчас в том положении, когда вы еще не разобрались с тем, как бизнес работает, и у вас еще нет того успеха. And I use the word yet И я использую слово «еще» или «пока». because if you're willing to do it, if you're willing to do it long enough, you'll eventually figure it out and you'll make a ton of money. Потому что если вы согласитесь заниматься этим достаточно долго, вы в конце концов разберетесь и будете зарабатывать тонны денег. Your upline 2-star director, your upline ambassador, me, my entire job is to keep you in the game long enough so you can figure it out. Задача вашего вышестоящего 2-звездного директора, вышестоящего амбассадора, моя задача – сделать все, чтобы вы оставались в бизнесе достаточно долго, чтобы вы смогли разобраться и начать зарабатывать. This is not exactly an advanced skill set. И это не обязательно какой-то супер продвинутый набор навыков. We're not doing heart surgery. Мы не делаем операции на сердце. That takes real skill. Там действительно нужны серьезные навыки. We're telling people how they can travel for less. А мы просто рассказываем людям, как путешествовать за меньше денег. We're showing people how they can make money, showing others how they can travel for less. Мы показываем людям, как они могут зарабатывать на том, чтобы другим рассказывать о том, как путешествовать дешевле. I was just in Las Vegas, Nevada over the weekend. Я на выходных был как раз в Лас-Вегасе, в Неваде. We did a training there. Мы делали там тренинг. Amazing training, by the way. We were hands-on all day, opening up the Меж- back office, doing all the detailed stuff. Между прочим, замечательный тренинг. Мы много времени потратили, открывали бэк-офис, все показывали и так далее. But my wife and I, we stayed at we're recording, so I can't say the hotel. We stayed at a 5-star hotel. Но я и моя жена, мы там останавливались в 5-звездном отеле, Right on the strip. прямо на центральной улице. It's a hotel you all know. It's named after a famous city. Это отель, который все знают, потому что он в самом знаменитом городе. You guys can probably figure it out from there. Вы, наверное, уже и догадались. On Expedia's website, that hotel costs $460 a night. На сайте Expedia этот отель стоит $460 за ночь. We got to book the hotel for $178 through Trevorian.
Мы через Travorium заказали этот отель за $178. Now, because I went to Vegas to do a training, Теперь, поскольку я отправился в Вегас, чтобы проводить этот тренинг, I get to write the hotel cost off on my taxes. я смог списать стоимость этого отеля с моих налогов. So my $178 is tax deductible. То есть эти мои $179, они еще и списываются с налогов. Which means the hotel didn't cost me $178. It cost me $89 after I write it off my taxes. Что означает, что, в принципе, этот отель стоил мне $89, если учитывать то, что я спешу с налогов. Keep in mind, the hotel was packed. Every room was full. Теперь имейте в виду, что отель был полон, все комнаты были заняты. And most of them were paying $460 a night. I'm paying 90. И большинство из них заплатили $460 за ночь, а я платил 90. Can you learn how to go out and find a few people that get excited about paying 90 instead of paying 460? Так ли уж трудно пойти и найти людей, которые посчитают, что платить 90 лучше, чем платить 460? And when you learn how to do that, it pays more money than being a cardiologist. И когда вы научитесь это делать, это приносит вам больший доход, чем быть кардиологом. Not to mention, the cardiologist has to wake up Monday morning and be at the hospital first thing. И не забываем еще и то, что, например, кардиологу нужно, проснувшись в понедельник утром, первым делом торопиться в больницу. They're going to be there all day and late into the evening. Они будут там весь день и также и вечером. The money they're making, they got to pay back the $500,000 in student loan debt. Им нужно выплатить свой студенческий долг. They got to pay the $100,000 a year in malpractice insurance. Им нужно заплатить 100 тысяч в их страховке врачебной. Guys, your only expense is the $329 to join and the $135 per month. А вы только 329 заплатили за то, чтобы присоединиться, и платите 135 в месяц. And if you live in the United States, И если вы живете в Соединенных Штатах, you can tap into all of the tax deductions. вы можете проверить все эти налоговые списывания налогов, Which means that most of you are going to save 4 times as much in taxes as it even costs to belong to the membership. и для многих из вас деньги, списанные с налогов, будут стоить вам, в результате принесут вам гораздо больше, чем даже то, что вы тратите на членство. In other words, you are guaranteed money ahead the day you join the company. То есть вам уже гарантирована прибыль и выгода уже в тот день, когда вы просто присоединились к компании. Not to mention, you don't have to go to the office all day. You don't have to go do surgery all day. You get to hang out at home. Не говоря уже о том, что вам не нужно ходить в контору каждый день, вам не нужно ходить в офис, вы можете дома оставаться. You can do our business anywhere in the world. You could be on vacation. Вы можете нашим бизнесом заниматься где угодно в мире, вы можете в отпуске проводить все свое время. Sophia Babinoff and her husband Michael were on vacation signing people up in the business. София Бабинов и ее муж Майкл, они были в отпуске, и, находясь в отпуске, они подписывали людей в бизнес. You don't have to go put on a suit and tie and go to the office. You could be at home in your sweatpants. I'm wearing sweatpants right now. Вам не нужно ходить в офис, вы можете оставаться дома и заниматься своим бизнесом в своих пижамных штанах. Я вот прямо сейчас в моих пижамных штанах. You can be at home, lean back in your chair, put your feet up. Вы можете дома в кресле сидеть, ноги задрав. We get paid more than cardiologists. И вам будут платить больше, чем кардиологу. Our money's residual. If something happens to us, the money keeps coming in. It doesn't go away. Наши деньги приходят независимо ни от чего. Если что-то с вами случится, доход ваш все равно будет продолжать идти. And I know you've got friends and family that don't think very highly of our kind of an industry. И я знаю, что у вас есть друзья и знакомые, которые не особо хорошо думают о нашей индустрии. And that's only because we've not educated them
on the industry. И это только потому, что мы их не обучили нашей индустрии. They don't know what they don't know. Они не знают того, чего они не знают. They're ignorant. Они не знающие. And the word ignorant in English means lacking knowledge. И это слово «не знающий» по-английски означает «не имеющий знания». Now, some people don't want to know. Ну, некоторые люди не хотят ничего знать. They have a closed mind. У них просто разум закрытый. And that's okay. We don't need everybody. И это нормально, нам все не нужны. But guys, we have something truly amazing. Но, ребят, у нас есть что-то действительно потрясающее. And by the way, when you become an ambassador, И когда вы становитесь амбассадором, the ambassadors this month made over $11,000. Some of them made $12,000 as an ambassador. амбассадоры в этом месяце заработали примерно в среднем по 11 тысяч долларов, кто-то из них заработал 12 тысяч долларов. And to become an ambassador is just learning how to become a professional conversation starter. А чтобы стать амбассадором, вам нужно просто научиться быть профессиональным зачинателем разговоров. I'm going to be in Puerto Vallarta in a couple of weeks. Я буду через пару недель в Пуэрто-Вальярте. We're going to be at a 4-star resort, all the food, all the drinks, everything included. Мы будем в 4-звездном резорте. Вся еда, все напитки, все включено. We're going to be there oceanfront. Мы будем прямо там жить с видом на океан. There's going to be people from all over the world at that same resort. Там будут люди со всего мира в этом самом резорте. I'm going to be at the swim up bar. Я буду в таком бассейновом баре. So I'll be at the swim up bar, right? Getting some nachos and my favorite beverage. Я буду там есть начо с моими любимыми They're going to have the напитками. music playing in the background. Будем наслаждаться музыкой, которая там будет играть на We're going to have заднем our фоне. sunglasses on, hanging out in the sun. Мы будем в темных очках солнечных на солнышке греться. And I'm going to meet a lot of other people from around the world there at the swim up bar. И я встречу там массу людей со всего мира у этого бара-бассейна. And I'm going to ask you, hey, where are you from? Я спрошу их: эй, откуда вы? What do you do for a living? Что вы делаете? Как вы зарабатываете на жизнь? What do you like best about what you do? Что вам больше всего нравится о том, что вы делаете? If you could change one thing about what you do, or if you could change one thing about what you do, what would it be? Если бы вы могли хоть что-то изменить в том, чем вы занимаетесь, что бы это было? By the way, I might ask him, hey, what did you pay to be here at the resort? Между прочим, я могу спросить их: слушай, а сколько ты заплатил за то, чтобы быть в этом резорте? They're going to say, about $1,000 a night. И они скажут: ну, примерно где-то $1000 за ночь. I'm going to be like, you paid $1,000 a night? Я скажу: заплатил $1000 за ночь? They're going to be like, why? What'd you pay? И мне скажут: ну да, а ты сколько заплатил? I'm going to say, look, I don't want to tell you, I'd ruin your vacation. I won't do that to you. А я скажу: слушай, я тебе даже говорить не буду, не хочу тебе отпуск просто портить. But I happen to be in the travel business. Но дело в том, что я в бизнесе путешествий. I can show you how to come to this very place and other places like it for next to nothing. И я могу показать тебе, как приезжать в такие места, как это, практически за бесплатно. If you're open, I can send you some information. Если ты к этому открыт, я могу послать тебе некоторую информацию. Yeah, that'd be great. Да, конечно, это было бы здорово. Hey, what's your phone number? I'll text it over to you. Ну, скажи, какой у тебя телефон, и я тебе отправлю текст. Next, Следующий. you go meet somebody else. Вы встретите кого-то еще. Hey, where are you from? Эй, а ты откуда? What do you do for a living? Чем ты зарабатываешь на жизнь? Do you have kids, grandkids? У тебя там как, дети, внуки, да? Do you get to vacation very often? How often have you been to this place before? Ты часто в отпуск ездишь, ты здесь был раньше в этом месте. Again, be a human being first and a marketer second.
Еще раз, будь в первую очередь человеком, а потом уже рыночником. We're not doing heart surgery here. We're just having conversations with people at a swim-up bar. Мы не делаем здесь операции на сердце, мы просто общаемся с людьми около э, бассейна бара. And in that process, we can meet all kinds of people who say, yeah, send me a video about what you do. That sounds interesting. И в этом процессе мы встречаем массу людей, которые нам будут говорить: да, да, конечно, пришли мне видео, это звучит очень заманчиво. And I always say, look, I'll send you the video, check it out. If you dig it, great. If not, that's okay too. И я всегда говорю: окей, я пришлю тебе видео, посмотри его. Если тебе зайдет, отлично, не зайдет, тоже нормально. Again, I'll send you the video. Еще раз, я пошлю тебе видео, Check it out. проверь его. If you dig it, if you like it, great. Если тебе это понравится, отлично. If you don't, that's okay too. Если не понравится, это тоже неплохо. We're in the sorting business, not the convincing. Мы в бизнесе сортировки, а не убеждения. We're looking for people that are looking. Мы ищем людей, которые ищут. We're looking for people that are open. Мы ищем людей, которые открыты. And there's no lack of people that want to go on vacation for next to nothing. И нету недостатка в людях, которые хотели бы поехать в отпуск за практически ничто. There's no lack of people who need to make more money. They need to make the kind of income we represent. Нет недостатка в людях, которые хотят зарабатывать больше денег, которые хотят зарабатывать так, как мы это представляем. Igor and Larissa are in their second year with our company. Игорь и Лариса вошли во второй год с нашей компанией. They'll make more money than cardiologists in their second year. Они на втором годе зарабатывают больше кардиолога. You have some friends, oh, I would never do that. Ну, какие-то ваши друзья говорят: ну, я бы никогда этим не стал заниматься. You're like, you're an idiot. А ты говоришь: да ты идиот просто. And I don't mean that as mean as it sounds. И я не имею это в виду в каком-то таком But- злобном смысле, There's some truth to it. но в этом есть определенная истина. You'd rather go to some job you hate where you got to show up every morning, be there all day, till they tell you can go home. Ты будешь ходить каждый день на не сильно любимую работу, делать там все, что тебе будут говорить, и домой будешь идти только тогда, когда тебе разрешат. It's a job that the average person is only making 59,000 a year. И на такой работе в среднем ты будешь зарабатывать только 59 тысяч в год. They're struggling to pay their bills. У тебя будут проблемы с оплатой счетов. They're being told what time to be there. Тебе будут говорить, когда тебе нужно приходить, What time they can go to lunch, когда ты можешь пойти и ланч свой съесть, what time they can go home. когда ты можешь пойти домой, They're being told when they can have a vacation, when they can't. когда ты можешь отправиться в отпуск, а когда не можешь. You could be at work and say, hey, you know what? My kid is getting honor roll. So they're doing a big award ceremony. Can I go to the ceremony? No. Okay, I'm sorry. У тебя может возникнуть ситуация, когда у твоих детей какое-то важное мероприятие, например, в школе, и ты попробуешь отпроситься, а тебе скажут нет, и ты скажешь: ну, извините, да, конечно. You know, my son plays baseball. He's the starting pitcher. It's the first time he's ever started. I'd like to go see the game. Can I leave early? No. Okay, I'm sorry. Ты скажешь: мой сын играет в бейсбол, он только начал, это его первая игра, можно я пойду посмотрю, можно я уйду сегодня с работы раньше? Тебе говорят нет, и ты говоришь: хорошо, ладно. And these same people that won't let you go to your kid's game, Say it again. the same job Мгм, that окей. won't let you go to your kid's game or your kid's award ceremony, И те же люди, которые не позволят тебе отправиться на игру твоих детей или на какое-то их награждение, will lay you off or fire you in a lot of different circumstances. If there's another pandemic, they tell you to stay home, they don't pay you. они тебя уволят или сократят в любой момент, когда им это будет удобно, и сделают все, что угодно, оставят тебя без работы, если начнется какая-нибудь очередная пандемия.
If you get sick or get hurt, they quit paying you. Если ты заболеешь или получишь травму, тебе перестанут платить. If they can find someone who'll do the job for a little bit less money than you, they'll fire you. Если они найдут кого-то, кто сможет делать ту же самую работу дешевле, чем ты, они тебя уволят. If they can embrace technology and automate the job or embrace artificial intelligence, they will replace you. Если они смогут для этой работы задействовать какую-то технологию или искусственный интеллект, они тебя уволят. If you were to die, Если ты умрешь, would they continue to pay your family? будут ли они продолжать платить твоей семье? Would they continue to make sure your kids are taken care of? Будут ли они продолжать думать и заботиться о твоих детях? No, they would not. Нет, они не будут этого делать. And you think that's better than doing what Igor and Larissa are doing? И вы думаете, что это лучше, чем делать то, что делают Игорь и Лариса? You're an idiot. Вы идиот. And again, I don't mean that as harshly as it sounds, but I mean, guys, you compare the two side by side, it's not even close. И еще раз, я не имею это в каком-то оскорбительном, в виду в каком-то оскорбительном смысле, но, друзья мои, если вы сравните одно с другим, And most people go look for a job because that's the only thing they've ever known. а большинство людей пытаются найти работу, потому что это единственное, что они когда-либо знали. They were taught that's what you do. Их научили, что это то, что ты должен делать. And there's a time that that was a great way to make a living. И было время, когда это был прекрасный способ для того, чтобы себя обеспечивать. Back in my father's time, Когда-то в дни моего отца, my dad's 80 years old. моему отцу сейчас 80 лет. But if you go back to when he was in his 20s, Но если вы заглянете в те времена, когда ему было 20, we're going back 50, 60 years ago. то есть где-то 50-60 лет назад, If you went to college если вы шли в колледж and you got that golden piece of paper и получали эту бумажку, тисненную золотом, that says you're a college graduate, которая говорила, что вы выпускник колледжа, you would go work for some company. вы шли работать на какую-то компанию, You'd be there your whole life. вы там были всю свою жизнь, You would get promoted and get all kinds of incredible raises, throughout the years. вас продвигали, вам давали какие-то повышения, там добавляли денег к зарплате. One income, meaning mom and dad, if one person's working, that would make enough money to support the entire household. Семья одного дохода — это был такой термин, который означал, что только один член семьи работает, и этого вполне хватало для того, чтобы всю семью обеспечить. You would eventually retire from that company, Вы могли выйти на пенсию из этой компании, and you'd have this great retirement income. The company would take care of you. и у вас потом вы получали этот замечательный пенсионный доход, компания о вас заботилась. There's a time all of that was true, Было время, когда все это было правдой. but that was 50, 60 years ago. Но это было 50-60 лет назад. That is no longer true today. Это уже, к сожалению, сегодня неправда. And today people need to find a new way. И сегодня людям надо находить новый путь. We represent that new way. Мы представляем этот новый путь. And all we have to do is keep you in the game long enough И все, что нужно, это просто удержать вас в игре достаточно долго, so that you can figure out how to talk to people, чтобы вы научились говорить с людьми, how to ask a lot of questions. Hey, where are you from? Ну. What do you do? What do you like best? What do you like least? чтобы вы научились задавать много вопросов, типа кто ты, откуда, что ты любишь больше, что ты любишь меньше. Then you can transition into inviting them to watch one of our Zoom presentations. А затем вы могли бы перевести этот разговор в то, чтобы пригласить их на одну из наших Zoom-презентаций, Invite them to learn more about our business. пригласить их узнать больше о нашем бизнесе. Some will, some won't. That's okay. Некоторые захотят, некоторые нет, это нормально. Some will quit way too soon. Некоторые могут бросить слишком рано, And that's the most tragic thing. They quit too soon. и это самая трагичная вещь, они бросают слишком рано.
Sometimes it takes a while to kind of figure out how this thing works. Иногда уходит много времени на то, чтобы понять, как работает эта штука. Our CEO and founder was here 3 years before he ever recruited anybody. Наш генеральный директор и основатель занимался этим 3 года, прежде чем он кого-то смог рекрутировать. Dexter Yeager, who's considered the greatest of all time in our industry, Декстер Йегер, который считается самым великим человеком во всей нашей индустрии, he's made more money than anybody that's ever played in the National Football League or in the European soccer leagues. он зарабатывал гораздо больше денег, чем кто-либо, когда-либо игравший в футбол или в американский футбол или европейский. By the way, he died a few years ago. Он умер несколько лет назад. But all those, tens of millions continue to come in every year and take care of his family. Но все эти десятки миллионов его прибыли продолжают приходить к нему и помогают заботиться о его семье. The income was residual. Его доход был пассивный. His organization did over $2 billion a year in sales. Его организация зарабатывает примерно $2 миллиарда в год в продажах. Unless you live in a big city, you do not have a company in your town that does $2 billion a year in sales. На самом деле, если вы не живете в мегаполисе, то у вас в городе просто нету такой компании, которая могла бы зарабатывать $2 миллиарда в год. And he did that from the comfort of his home. А он сделал все это, добился всего этого из собственного дома. But guys, it took him 5 years before he ever made enough money to go full time. Но у него, друзья мои, ушло 5 лет на то, чтобы он разобрался с этим бизнесом и смог, наконец, перейти на постоянную работу именно в эту сферу, перестав работать на другой еще какой-то работе. His family will make over $1 billion from that company. И его семья получает примерно $1 миллиард дохода от этой компании. But it took him 5 years before he ever made enough to quit his job. Но ему потребовалось 5 лет, прежде чем он начал зарабатывать достаточно, чтобы бросить основную работу. So it took him a while to figure it out. То есть у него ушло много времени, чтобы с этим разобраться. But once he figured it out, Но когда он разобрался, he made more money than cardiologists. он стал зарабатывать больше, чем кардиологи. It's residual income. Это стабильный, постоянный доход. It allows you to do what you want, when you want, with whom you want, anytime you want. Это позволяет тебе делать, что ты хочешь, когда ты хочешь, с кем ты хочешь и где ты хочешь. True freedom. Истинная свобода. Guys, there's nothing like what we're doing out there. Друзья, нет ничего близко похожего на то, что мы делаем. You're in the right place at the right time. Вы в правильном месте в правильное время. Now we just need you to do the right amount of activity for the right length of time so that you can realize the success. Теперь вам просто нужно делать правильные вещи, уделять этому достаточно времени, чтобы достичь успеха. Again, you got to do the right activity for the right amount of time to have success. Еще раз, вам нужно делать правильные действия в нужное количество времени, чтобы достичь успеха. I mean, if you're off to a fast start with our company, like a lot of you are, Если у вас быстрый старт получился с нашей компанией, как у многих из вас, congratulations, you will soon make more money than cardiologists. поздравляю, вы скоро начнете зарабатывать больше кардиологов. If you're off to a slow start, А если у вас медленный старт, you're not alone. вы не одиноки. Dexter Yeager, the greatest of all time, got off to a slow start. У Декстера Йегера, самого великого во всей индустрии, был медленный старт. I got off to a slow start. У меня был медленный старт. Our CEO and founder got off to a slow start. У нашего основателя и генерального директора был медленный старт. Just keep doing the right things, even when the wrong things are happening. Просто продолжайте делать правильные вещи, даже когда неправильное с вами случается. I'm going to say that again. Keep doing the right things, Скажу это снова. Продолжайте делать то, что правильно, even when the wrong things are happening. даже когда что-то идет не так.
I don't care if you talk to you should talk to 3 to 5 people every day. Неважно, вы должны говорить с 3-5 людьми в день. I don't care if they all say no. И неважно, если они все сказали нет. You keep talking to 3 to 5 every day. Вы продолжаете с ними говорить. I don't care if you've been here 6 months and everyone said no. Неважно, если вы здесь были 6 месяцев и все сказали нет. You keep talking to 3 to 5 people every day. Продолжайте говорить с 3-5 людьми каждый день. I don't care if you've been here 1 year and everybody said no. Неважно, если вы были здесь год и все сказали нет. Keep going. Keep going. Продолжайте двигаться, продолжайте двигаться. Your breakthrough is coming. Ваш прорыв подходит. You keep doing the right things even when the wrong things are happening, and eventually you'll get your breakthrough. Вы делаете правильные вещи, продолжайте их делать, и ваш прорыв подходит прям все ближе с каждым днем. It's the laws of sowing and reaping. Это закон сеяния и жатвы. You cannot continuously sow without eventually reaping. Вы не можете все время сеять и в конце концов не пожать. So with that, guys, I have to go hop on my Zoom in Spain. На этом моменте, друзья, мне нужно переключаться на мой Zoom на испанском. We'll continue this conversation again next week, along with also things you can say that would cause someone to say, yes, I want to take a look. Yes, tell me more. Мы продолжим говорить на эту тему на следующей неделе, и я понимаю, что многие хотят услышать больше. It's a simple skill set, Это очень простой набор умений. something any one of you can do, Что-то, что каждый из вас может делать. and it pays more money than cardiologists. И это приносит больший доход, чем у кардиологов. So I congratulate all of you И я всех вас поздравляю, because you've already separated yourself from everybody else. потому что вы себя уже отделили от всех остальных. Most people are closed-minded. They won't even look. Большинство людей, у них закрытый разум, они даже смотреть не хотят. You took the time to look, to research, you joined the company, you're here on this training call. Вы потратили время, чтобы исследовать, вы что-то изучили, вы потратили время, чтобы быть здесь, на этом I'm тренировочном sure замке. you're plugging into all the other calls and Zooms and trainings we have with the Slavic team, with Igor and Larissa and Tatiana and Andrew and everybody else. Я уверен, что вы подключаетесь к другим презентациям и тренингам, которые есть в славянской команде с Игорем и Ларисой, с Татьяной, с Андреем и с другими. You've come this far. Congratulations. Just keep going. Вы уже далеко прошли. Поздравляю. Продолжайте двигаться. Thank So you very guys, much. we'll see you guys next week. Thank you very much. Увидимся на следующей неделе. Amazing Thank you training. very much. Thank you. Amazing training. Thank you. You are amazing. Thank you. Thank you. Gracias. Appreciate you guys. Thank you, everybody. Спасибо всем. Adios. Thank you, Mix. Thank you, Todd. Thank you, Mix. See you guys next week. Thank you.